В этом видео мы поговорим о том, как сжигать жир. Очень важная тема, но очень проблемная. Просто потому, что все расхожие рекомендации по сжиганию жира полностью устарели. И действительно, взгляните на статистику. Лишь 2% населения США успешно сжигают жир и достигают желаемого похудения. Средняя женщина тратит на диеты в общей сложности 17 лет жизни. О чем это говорит? Люди действуют на основе неверной информации. А то, что говорю я, основано на фактах, на книгах о физиологии, о работе организма. В организме есть два главных источника энергии. Это жир и запасённый сахар. Есть и третий источник — мышцы. Но его мы опустим, ибо только при серьезной болезни организм начинает тратить белок мышц в качестве топлива. Мы обсудим два основных — жир и сахар. Другими словами, организм может запасать сахар в форме гликогена в печени и мышцах, и он расходуется в промежутках между приемами пищи. Либо глюкоза откладывается в виде жира. Это работает так. Жиросжигающие гормоны, в зависимости от того, что вы едите и делаете, активируют жир и выпуск определенных ферментов для разложения этого жира. Они называются липаза. Это гормоночувствительные ферменты, расщепляющие жиры на кетоны. Кетоны — это побочный продукт метаболизма жиров. Организм может работать на них очень эффективно. Такое топливо гораздо лучше, чем глюкоза. Это более чистый источник энергии. Организм и даже мозг могут работать на кетонах. А жирообразующие гормоны активируют отложение сахара и превращение сахара в жир. Вот как это работает. Подавляющее большинство людей сжигают только сахар, то есть глюкозу. Они не сжигают жир. Происходит вот что. Они теряют некоторый временный водный вес и остаются на плато, думая, что это был жир, но на самом деле жир они не сжигали. Я могу это доказать. У меня есть аппарат, измеряющий, сколько жира сожжено. И можно легко увидеть, они теряют водный вес, а дальше плато. Итак, большинство людей сжигают сахар и совсем не сжигают жир. В следующем разделе я расскажу о единственном факторе, который определяет, будет ли у вас сжигаться жир или вы будете сжигать сахар. Итак, вот он, регулятор номер 1, определяющий, сжигаете вы жир или сахар. Это гормон под названием инсулин. Инсулин даже в малых количествах обладает доминирующей силой и не дает вам расходовать жировые запасы. Вот небольшой график того, насколько инсулин, скажем так, говоря инсулин, я подразумеваю сахар, поскольку сахар активирует инсулин. Можно сказать, главный регулятор того, сжигаете ли вы жир, это сахар и скрытые сахара. Но сейчас я просто буду называть инсулин сахаром. Если сахар высок, скажем, вот тут высокий сахар, высокий инсулин, вы не сможете сжигать жир, тело будет работать на сахаре. Скажем, вы немного поели и съели вдвое меньше сахара, потому что кто-то сказал, всего должно быть в меру и все такое. Это все равно не сработает, потому что инсулин должен быть на нуле. Сахар должен быть на нуле, чтобы организм переключился на кетоны. Кетоны — продукт сжигания жира, то есть кетоза. Другими словами, этот график не пологий, то есть снижение не постепенное. Необходимо свести инсулин, или, как мы говорим, сахар к нулю, прежде чем начнет сжигаться жир. Теперь поговорим о таком состоянии, как кетоз. Кетоз — это то, чего мы хотим добиться. Вы могли слышать много плохого про кетоз, поскольку он связан с диабетом. Но мы говорим об очень здоровом варианте кетоза. Понимаете? Кетоз — это самое здоровое, что вы можете сделать для своего сахара в крови, для сердца, а также для мозга. Для разных проблем, таких как синдром поликистозных яичников. Это очень важно, ведь при таком состоянии у людей, как правило, есть инсулинорезистентность, и при вхождении в кетоз они чувствуют существенное улучшение. Итак, нам надо переключиться на кетоз. Переход в состояние кетоза не происходит в одночасье. Очень легко
питаться резервами сахара, нужно лишь есть сахар. Но вхождение в кетоз может иногда занять гораздо больше, чем 2 дня. Это может затянуться на неделю, 2 недели, вплоть до месяца. А в некоторых ситуациях пройдет 5 и даже 6 недель, прежде чем начнется реальное сжигание жира. Почему так? Потому что вы всю жизнь жили за счет сахара, и ваш организм так неэффективен и так привык сжигать сахар, что не желает перестраиваться. Это называется кетоадаптация. Вы адаптируетесь к сжиганию жира. Просто это займет чуть дольше. Не беспокойтесь об этом. Кетоны появятся в моче в течение нескольких дней. Важно то, что нужно подождать еще немного. Думаю, многих людей разочаровывает именно то, что они думают, что начнут сжигать жир уже через день-два. В итоге разочаровываются и бросают. Хотя может уйти целый месяц, чтобы организм адаптировался к сжиганию жира, а в некоторых крайних случаях до 6 недель. Я вам это говорю, потому что у вас это может начаться через неделю или чуть больше. Просто держитесь и не бросайте, потому что это произойдет. Организм начнет сжигать жир, и множество проблем уйдет. Теперь обсудим, какую пищу надо есть, чтобы войти в кетоз. Итак, вот что нужно есть. Первое. Нужно следить, чтобы углеводов было не более 5-10% от общего количества калорий, съедаемых вами за каждый день. Углеводы, которые мы советуем, это натуральные овощи. Почему овощи? Хотя в них есть небольшое количество углеводов, в них есть множество витаминов, макро- и микроэлементов, которые вы не получите из белков и жиров. Так что нам нужны овощные углеводы в достаточном количестве. Но усваиваемых углеводов в них очень мало, если они вообще там есть. 25% вашего рациона должны составлять белки. То, что я вам рассказываю, не диета Аткинса. В диете Аткинса много белков. Наш организм состоит не из углеводов, частично он состоит из белков. Но большая его часть состоит из жиров, и это наш третий пункт. От 65 до 80% калорий должны поступать в виде жиров. Прежде чем паниковать, поймите вот что. Я сам пребываю в кетозе уже довольно долго. И множество моих клиентов тоже долгое время в кетозе. Это очень полезно для здоровья, ведь самочувствие при этом просто прекрасное. Но жиры тоже должны быть здоровыми. Это не должно быть что-то сильно зажаренное. Итак, нам нужны углеводы из овощей, нам нужны белки. Их должно быть где-то, скажем, 110-140, может, 170 граммов белка в каждый прием пищи. Но большинство белков идет вместе с жирами, и многие источники белка дают еще и жиры. Но не стоит потреблять постные белки, потому что для перевода организма в кетоз вам нужны жиры. Эскимосы потребляют кетовый жир и находятся в состоянии кетоза. И у многих из них вообще нет проблем с сердцем. А если вас беспокоит высокий холестерин, подумайте вот о чем. Наш организм вырабатывает 2000 мг холестерина каждый день. Зачем организму производить столько холестерина, если он не нужен? Когда вы потребляете больше холестерина или жиров, организм производит меньше холестерина. Вот как это работает. Этот холестерин нужен вам для производства клеточных мембран. Это сырье для производства гормонов, особенно гормонов стресса. Он нужен для хрусталика глаза и даже для мозга. Мозгу нужно много холестерина для поддержки нервной системы. Итак, организм адаптируется, холестерина нужно много. Одно яйцо — 200 мг холестерина. Надо съедать 10 яиц, чтобы получить столько, сколько тело производит за день. Но тело адаптируется, вы едите меньше, оно производит больше, и наоборот. Итак, от 65 до 80% вашего рациона должны составлять жиры. Это формула для перехода к сжиганию жира. Когда-то в школе я занимался борьбой и пытался набрать вес. И я решил, если я хочу набрать вес, нужно есть жирную пищу. И чем больше жира я съедал, тем больше я худел.
И я не мог понять это до тех пор, пока не узнал физиологию процесса. Я обнаружил, что потребление жира не влияет на инсулин. Жирная пища не активирует выработку инсулина. Инсулин — это ключевой момент, он должен быть на нуле. Ведь когда вы таким образом переключите организм на сжигание жира, хватит лишь маленькой дозы сахара, чтобы полностью вытянуть вас из кетоза после адаптации. В кетозе у вас будет больше энергии, улучшится сердечно-сосудистая система, выносливость. А если ко всему еще добавить физические упражнения, будет просто нереально круто. Многие профессиональные спортсмены тоже практикуют кето, поскольку оно сильно улучшает их результаты. Многие авторитетные врачи тоже это рекомендуют. Это новая вещь. И вы знаете, что она работает, потому что она противоположна всему, что диктует мейнстрим. Они говорят, что 60% рациона должны составлять углеводы и уделяют лишь 5-10% жирам и столько же белкам. Вы знаете, что это так. Если сделать не так, как все советуют, а наоборот, то результат будет. Если вы хотите знать, какие именно жиры надо есть, в каких сочетаниях и как из них готовить какие-то вкусняшки, перейдите по ссылке в описании. Там можно скачать перечисление того, что надо есть и как это делать правильно. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем видео.